Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Меня зовут Екатерина Зеттель. Я занимаюсь... У нас своя собственная студия декора, мастерская. Мы занимаемся оформлением различных мероприятий, в том числе свадеб, корпоративных каких-то мероприятий. Вот. В общем, я работаю декоратором, по сути. Скажите, пожалуйста, связаны ли вы с угольной промышленностью каким-нибудь образом? Напрямую нет. Просто в числе наших клиентов есть некоторые угольные компании. Как бы так. То есть косвенно чуть-чуть касаемся, но не напрямую. Довольны ли вы своим материальным положением? В целом, в принципе, довольна. То есть на настоящем этапе я считаю, что все нормально более-менее. И никогда нет предела совершенства, поэтому есть к чему стремиться и есть куда расти еще. Видите ли вы какие-то препятствия для того, чтобы улучшить свое положение материальное? Препятствия? Да, наверное, нет. Я считаю, что нужно просто работать больше, и все. Скажите, вы живете в Кузбассе всю свою жизнь или приехали откуда-то? Я живу в Кузбассе, родилась в Кемерово, расту и до сих пор в Кемерово. Нравится ли вам здесь жить? Я могу сказать, что я довольна, в принципе, жизнью в нашем городе. Он достаточно хороший, если сравнивать с другими российскими городами. Конечно, не Москва, не Питер, но, в принципе, почему хороший город, нормальный. Хотели бы вы увидеть, может быть, какие-то изменения в жизни в городе, может быть, в регионе? Единственное, от чего я страдаю, то, что к нам не приезжают разные мировые звезды музыкальные музыки. Да, то есть это единственное, наверное, упущение нашего города. То есть, что на концерт не сходить. Вот. Это, наверное, единственное, из-за чего я переживаю, и чего мне хотелось бы добавить. То есть, кроме, собственно, географического положения, вас вообще ничего в регионе не смущает? Да, еще, кстати, про географическое положение, то, что далеко лететь везде, что находимся, что там везде к билетам нужно добавлять 20 тысяч, чтобы куда-то улететь. Вот это, да, пожалуй, география действительно региона. А может быть, вы планируете в какой-то момент переехать в другую страну или в другой город, в другой регион? Сложный вопрос. Конечно, ты всегда так думаешь, если куда-то едешь, ты такой думаешь, мог бы я тут жить, мог бы, не знаю, устроить свою жизнь. Но пока я себя нигде больше не вижу. То есть мы в Грузии были, рассматривали, возможно, там остановиться. Везде есть свои какие-то минусы, плюсы. Да. Где-то там слишком жарко, где-то слишком, не знаю, там еды какой-то нет. То есть какие-то везде находятся тоже минусы. То есть, не пожив, ты, конечно, не поймешь, подходит, не подходит. Поэтому пока сложно открытый вопрос. То есть, конечно, ты всегда об этом думаешь, что смог бы я там где-то жить, но где, пока еще не знаю. То есть вы, если планируете, например, переезд, то это будет связано скорее с тем, что вам понравится больше в другом месте, нежели с тем, что в Кузбассе недостаточно хорошо или плохо, или какие-то здесь проблемы. Да, то есть, наверное, да, правильно так вот ты задала вопрос. То есть просто, что где-то настолько нам понравится, и настолько нам подойдет место идеально по условиям, по климатическим условиям, по каким-то там еще, не знаю, социально-экономическим факторам, да, то есть мы тогда решим переехать. Но пока, не знаю, пока нет желания. А есть ли в Кузбассе что-то такое, что в профессиональном плане бы вас сдерживало? Наверное, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас география региона, и что в нашей чисто сфере зачастую реализовать проект является затруднительно, поскольку мы далеко находимся от всех центров, скажем. В общем, чтобы что-то сделать, нам нужно что-то заказать, и что-то, чтобы заказать, это находится, как правило, в Москве, в Китае, не знаю, там еще в Петербурге. И, соответственно, у нас очень длинная логистика, то есть мы всегда ограничены тем, что нам нужно как минимум 2 недели на то, чтобы реализовать какой-то проект, чтобы что-то купить, чтобы что-то привезти сюда. То есть у нас в Кемерово, по сути, нет ничего, то есть нам нужно все везде заказывать, все везде искать. Вот, пожалуй, этим мы ограничены временем. А именно в плане там саморазвития, профессионального развития есть какие-то препятствия, проблемы? То есть, если вы хотели бы обучиться чему-то новому? Да и как-то, если ты захочешь, ты поедешь все равно куда-то, то есть, там, не знаю, в Кумельцево, в Москву, в Новосибирск, в Красноярск, то есть, это, наверное, нет, то есть просто вопрос желания, и все. А планируете ли вы в дальнейшем заниматься тем же самым, либо, может быть, хотели бы сменить, например, сферу деятельности? Пока мы с мужем видим себя в данном конкретном ключе, планируем пока просто развиваться в этой сфере. Пока так. А как вы видите будущее своего региона? Может быть, какая-то картинка в голове есть? В конце концов же весь уголь у нас вырует, когда-нибудь он закончится, и когда-нибудь в нашем районе, в регионе все будет грустно, но пока это все хорошо. То есть экологические проблемы, я думаю, скоро дадут о себе знать. Как скоро, то есть я думаю, что мы-то еще поживем нормально.
нашим детям, возможно, внукам уже будет сложнее. То есть без угля вы будущего для региона не видите? Я думаю, что нет. Я не думаю, что туризм у нас сильно разовьется. А что у нас еще в регионе, в принципе? Как вы думаете, можно ли подготовиться как-то, может быть, к этому моменту и создать какие-то другие направления экономики? Ну, определенно нужно что-то менять в этой ситуации, потому что очень много специалистов уезжает из нашего региона. Как сказать, утечка кадров, да, у нас внутренняя миграция. То есть очень много моих друзей, например, уехали в Москву, в Петербург. То есть явно это является какой-то одной из проблем, да, то есть нашего региона. Почему столько много молодых людей уезжает? И чтобы они тут оставались, то есть нужно какие-то зарплаты повышать, нужно, не знаю, в общем, я затрудняюсь сказать, да, что делать. То есть кого-то не устраивает какой-то культурный фактор, да, почему у нас нельзя развиваться, что вроде как молодежь не интересуется, да, культурой. Кого-то не устраивает зарплаты в нашем регионе, кого-то не устраивает, что молодых специалистов не берут на ведущие, на какие-то начальные должности хорошие. То есть, ну, как бы здесь очень много вопросов, это многофакторная, мне кажется, проблема, которую нужно решать сразу со всех сторон. Угу. А каких примерно сфер можете назвать специалистов, которые уехали, вот из числа ваших знакомых, например? В основном все уехали такие творческие люди. Ну, в IT, в экономике очень много кто уехал. Ну, фотограф, я уже про это молчу, и связанные с театральными всякими деятельностью тоже у нас уехали в Петербург. Я затрудняюсь даже сказать, где они все работают, в конце концов, куда устроились. Кем вы себя видите через 10 лет? Я вижу себя... Ну, через 10 лет у меня будет детям 10 лет. Это пока не знаю, что я представляю, что будет через 10 лет. Все остальное очень так... То есть ты можешь планировать до последнего, а потом все в последний момент поменяется, да, в каком-нибудь... Пойдет к другому сценарию, поэтому загадывать сложно. Надеюсь, что все будет хорошо, что мы все будем здоровы, все будем счастливы. Вот. Ну, в общем, я думаю, что это будет в семейном ключе, я буду развиваться, и что через 10 лет будет у нас большая семья в большом доме с собаками, с котами.